Всем привет! Вы на канале Amigurumi Life, это канал о вязании, и сегодня у нас будет новый рукодельный влог. Давно я их уже не снимала. Не знаю, перетечет ли этот влог в марафон 100 игрушек за лето, который я уже и так понимаю, что просто провалила по полной программе. Посмотрим. Не могу пока сказать, как будет называться это видео, либо просто рукодельный влог, либо это будет марафон 100 игрушек, четвертая часть. Конечно же, я собираюсь вязать, но помимо вязания я еще вам хотела немножечко рассказать о вышивке, потому что я последнее время прям на нее подсела, мне очень нравится то, что у меня получается, и расскажу новости вообще, куда я записалась, в какую авантюру я заново ввязалась. Я опять немного пропадала с экранов ваших телевизоров и телефонов, просто потому что были достаточно тяжелые дни рабочие, но я взяла отпуск на неделю и хочу прям максимально посвятить его своим двум каналам. И вязальному, повязать побольше игрушек, поснимать вам какие-то видео, вот, и в то же время уделить большое внимание книжному, потому что как-то у меня там небольшой застой. Нужно, в общем, это все дело исправлять. Поэтому у меня сегодня по планам связать хотя бы 2 игрушки. Ну, по идее, одна у меня уже начата, мне ее нужно закончить, и связать вторую, потому что, ну, мне уже, если честно, стыдно, нужно доделать второго люпина. В любом случае, потому что мне их нужно отправлять, а я вот все тяну и никак не могу, в общем, доделать. Поэтому по планам у меня, как я сказала, люпин и еще одна игрушка, попозже вам покажу, что это за игрушка и что мне осталось там сделать. Вот. Ну а сейчас еще хочу показать вам тем, чем я занимаюсь на данный момент. Это вышивка. На данный момент я вышиваю вот такого вот Дамблдора. Это один из героев известного Гарри Поттера. Конечно же, все его знают. Вот я вышивала уже 5 таких разных фигурок. И вот затормозилась именно на профессоре. Потому что как-то поднадоело мне немножечко вышивать эти герои. И совсем недавно я прослушала книгу «Дары смерти», последнюю книгу в серии Гарри Поттер. И мой интерес заново, в общем, развился к этой истории, очень мне нравится, конечно, и я решила его все-таки доделать. Вот, сейчас я работаю как раз вот над этой областью, зашиваю как раз вот такой серебристый цвет. Как вы видите, у него здесь и волосы, получается, борода, все вместе, вот. Но он достаточно большой. Вот если положить мою ладошку, то, ну, больше 20 сантиметров, я так думаю. Вот. Сначала я эти игрушки как бы готовила для того, чтобы повесить на елку, но я понимаю, что они достаточно большие. И вот в прошлом году я их вешала, но у меня их было всего 3. Сейчас я думаю, что к Новому году у меня их будет значительно больше. И поместятся ли они все на елку, будет ли это красиво смотреться, не знаю. Но, может быть, я их буду ставить на книжные полки рядом с книжечками. Не знаю пока, в общем, не решила, куда я их буду девать, но вышивать буду 100%. Вот, поэтому сегодня мне нужно доделать, ну, не всего, конечно, Дамблдора, но хотя бы вот волосы и бороду у меня по планам, а завтра уже буду зашивать само лицо. В общем, вот такая у меня игрушечка. И еще я ввязалась в новый проект совместный. Это игрушки для Хэллоуина. Там такие небольшие миниатюрки. Они вот, ну, буквально вот, может быть, вот такого размера, может, даже чуть меньше. Круглые такие шарики, где будут разные мистические картинки. Всего игрушек 20, и вообще могу сказать, что это практически бесплатный совместный проект, потому что за 20 игрушек нужно заплатить всего 150 рублей. Ну, я считаю, что это вообще ни о чем. Вот, поэтому я, конечно же, в него ввязалась. Сразу же мне прислали 2 схемы. Выбрала я «Охотники за привидениями» и «Ведьмин котел», потому что, не просто потому, что они мне больше всего понравились, просто потому, что у меня были такие цвета. Ну, может быть, не все, но я буду компоновать и, может быть, какую-то гамму немножечко изменю. В итоге у меня получилось, что вот эти игрушки я могу вышить как можно быстрее из своих запасов.
не покупая новые нити. Вот. Но, хотя я еще схему не смотрела, саму палитру тоже не смотрела, может быть, придется что-то и докупить. В общем, решила пока доделать Дамблдора, а потом уже вернуться к этим малышам-кругляшкам. И там будет проект, вот эти 20 штук нужно будет вышить до, по-моему, 25 октября. В общем, я думаю, что это очень легко, там они не очень большие, вот, поэтому обязательно буду заниматься этим и потом буду вешать, наверное, на сам Хэллоуин. Если я еще успею прикупить книжные стеллажи к этому времени, то буду вешать на полке для красоты. Вот, вот такие у меня продвижения с вышивкой, и сейчас покажу вам игрушку, которую я вяжу. Я разбирала свои запасы, поняла, что у меня осталось достаточно много вот такой пряжи. Это Фиджи. И она у меня есть разного цвета. Красная, розовая, голубая и, по-моему, немного желтый. В итоге я решила, что нужно ее как бы использовать, потому что в дальнейшем я не планирую ее больше покупать. Она немного шерстяная и для меня тактильно не очень приятно из нее вязать. Вот, поэтому я хочу до конца ее, в общем, всю использовать и больше не покупать. Буду что-нибудь другое. Хотя, исходя из того, что мне просто, ну, как бы тактильно неприятно ее вязать, игрушки получаются из нее очень красивые. Вот смотришь, они на самом деле вот прям классные. Такое ощущение, что у них прям шерстка. И я вяжу ламочку. Решила я именно вот эту пряжу разобрать на ламочек. Буду вязать их разного цвета. Тем более, давно я почему-то их не вязала. И, в общем, нужно пополнить запасы лам на наших полочках и на нашем столе. Вот, поэтому вот такая вот у меня заготовочка есть. Осталось мне, в принципе, довязать немножечко шею, голову сделать. Ну, соответственно, набить, закрыть вот эти отверстия и оформить. Вроде как бы совершенно тут уже мало работы, но в то же время покопаться, наверное, придется. Поэтому по планам у меня сегодня доделать ламу и связать еще одного люпина. Вот, уже отправить их и со спокойной душой приниматься за вязание других игрушек. Так что вот такие у меня сегодня планы. Надеюсь, что я все успею, все свяжу. Вот, и все довышиваю, то, что я сегодня запланировала. На самом деле у меня там планы грандиозные, просто там у меня целый список. Я, наверное, как-нибудь вам сниму видео «Один день со мной». Покажу вам, сколько я делаю, что я делаю, как я планирую, как я вообще провожу свой день. Ну, надеюсь, вам это будет интересно. Если вы заинтересованы в таком видео, то пишите мне, пожалуйста, внизу в комментариях, стоит ли снимать или нет. Вот. Ну, а я, наверное, пошла вышивать, вязать, и встретимся уже с вами чуть позже. Итак, девочки, сегодня уже новый день. Я вчера значительно продвинулась. Я думаю, что сразу видно мои продвижения. Начала я вам рассказ с вышивки. И сегодня по планам тоже я буду продолжать дальше делать Дамблдора. По планам у меня вот все зашить, все это лицо. Не знаю, до шапочки дойду я или нет, но посмотрим. Вообще хочется заниматься этой вышивкой. Вот. Давно ее не брала в руки, и прям вот какое-то желание у меня возникает побольше уделить время именно вот этой игрушке. Вот, но как вы видите, очень много у меня получилось. Я сделала и бороду, и волосы. В общем, вот так он у меня выглядит. Мне нравится. Мне вообще нравится вышивать на пластиковой канве намного больше, чем на ткани. И я прям вот получаю колоссальное удовольствие. Так, ну и вышивка, в общем, отходит в сторону. Хочу вам показать свою новую игрушку. Вот так она у меня выглядит. Это ламочка. Вот. Решила я в этот раз сделать ей шапку. Мне нравится больше лама с шапочкой. Ну, не знаю почему. Вот так. И коврик я сделала тоже под цвет шапочки, но немножечко в другой цветовой гамме. Да? То есть тут больше белого, а розового просто небольшая вставочка. Здесь же просто вот такой кантик беленький такой. Ну, он даже не беленький, а молочного цвета. Вот. Ну и висюльки, конечно, сделала на шапочке.
В общем, вот такая вот красота у меня получилась. Не очень мне нравится вязать из Фиджи, я вам уже об этом говорила. Во-первых, на ощупь мне не очень приятно шерстяную пряжу вязать. Во-вторых, она достаточно плотная. Я взяла крючок номер 2, и, если честно, у меня даже заболела вот здесь вот рука, как я протягивала эти петельки. Вот. Но побольше крючок возьму, будут дырки. В общем, ну, не знаю, как-то не люблю я эту Фиджи. Вчера разговаривала с мамой, и, в общем, наверное, я ее всю отдам ей. Пусть она вяжет. Ей нравится, а мне нет. Вот, так что подарю ей. Пусть остальных ламочек вяжет она. Вот, а я возьму себе что-нибудь другое, хлопковое, что мне намного приятнее. В общем, вот такая милота у меня получилась. Вот, и сейчас у меня по планам, конечно же, еще куча дел у меня на сегодня. Плюс еще хочу связать люпина. Все-таки вчера я его так и не довязала, даже не приступила к нему, так скажем. Возилась с ламочкой, поэтому не успела. Так что эта игрушка у меня готова. Но все-таки это будет рукодельный влог, а не марафон 100 игрушек за лето. А потом в марафоне я вам просто покажу, какие игрушки у меня еще связались. Потому что сейчас прям вот, чтобы активно такого вязания я этим не занимаюсь. Ну и просто решила снять такое видео, чтобы с вами немножечко поболтать и показать то, что я делаю на данный момент. Вот, так что, так, до нового включения тогда с вами. Ну что ж, девочки, прошло уже несколько дней, как я ничего не снимала, но тем не менее потихонечку делала, потихонечку работала. Помимо вязания, вышивки, у меня еще есть много других дел, которыми я занимаюсь. Вот. Но про вязание, конечно же, тоже не забывала, и небольшая готовая работа у меня все-таки есть. Ну и вышивку я практически закончила. Осталось мне, конечно, еще много работы по этой игрушке, но основная часть уже сделана. Мне осталось сделать небольшие ручки только, и вот здесь вот шапочку Дамблдора, ну и, конечно же, бэкстич. В общем, мне очень нравится, как эти фигурки вообще выглядят красиво, и я вот теперь уже задумалась, может быть, мне купить какие-нибудь подставочки вот сюда, и как только у меня будет новые книжные стеллажи, и так как они будут достаточно большие, и вряд ли у меня книг столько появится, можно будет прям сделать полочку с Гарри Поттером, потому что в совместном проекте там еще есть и домики, дом Хагрида, потом там еще интересные всякие автомобиль есть, и можно как бы все это на этой полочке поместить, которая будет посвящена Гарри Поттеру вместе прям с персонажами. И, например, если бы у меня были маленькие детки, то можно было бы даже играть в саму сказку. Вот, поэтому, скорее всего, я так и сделаю. Мне осталось найти вот эти вот подставочки, где их можно прикупить, но я думаю, что в любом рукодельном магазине, скорее всего, они есть. Вот, обязательно буду продолжать этих персонажей. Сначала думала, что домик не буду вышивать Хагрида, потому что он очень большой и как бы, ну, на елку не поместится. А вот теперь уже задумалась, что почему бы и нет, почему бы не сделать вот такой вот полностью сюжет из сказки, тем более там героев очень много в совместном проекте, они каждый раз все новые и новые появляются, вот, что меня несказанно радует. Поэтому скорее всего, я так и сделаю. Вот. Ну, Дамблдора буду, в общем, продолжать вышивать. Вот. Осталось мне тут, ну, не очень много. Может быть, даже сегодня закончу. Что по поводу игрушек? Как вы помните, я вам показывала своего Люпина. Это тоже персонаж из Гарри Поттера. У меня прям сегодня влог посвящен Гарри Поттеру практически. Вот. Я ему связала наконец-то пиджак, как я вам и говорила. Вот так он у меня выглядит. Это первый Люпин. И второго я связала вчера и буквально сегодня там доделала несколько штрихов. Немного он отличается от первого, но потому что... Не знаю, у меня как бы игрушки часто не похожи друг на друга, одни и те же. Ну, наверное, потому что все-таки это ручная работа и небольшие какие-то отличия есть. Вот. Вторая игрушка у меня
выглядит вот так. В чем различие между этими игрушками? Это волосы. И я вот думаю, все-таки склоняюсь к первому варианту, вот к этому. Мне больше прическа вот эта по душе, чем я сделала вот эту. Но как бы я пробовала, потому что это я вязала без схемы, просто так вот на глаз. В этот раз я схему записала. И схема будет опубликована в закрытой группе в моей ВКонтакте. Поэтому, девочки, если вы там присутствуете, да, и вступили в эту группу, то ждите, на днях будет схема вот этого люпина. Если же вы вдруг не знаете, что это за группа ВКонтакте, то ссылочку вам оставлю на видео. Я там подробно все рассказываю, условия вступления, что находится в этой группе. Поэтому обращайтесь в инфобокс, там вообще много всего интересного. Вот. В общем, вот такая вот вторая у меня игрушка получилась. Тот же самый пиджак, также вышит галстук. Вот. Единственное, я сделала тут серые штаны, потому что здесь мне показалось, что вот, ну, штаны и пиджак, они как-то сливаются. И не очень красиво, и... Ну, не знаю, мне показалось, что с серым цветом будет как-то поконтрастней и поинтереснее смотреться. Так что вот такие вот игрушечки у меня получились. Здесь, как вы видите, я ему еще маленькой такой ниточкой сделала неровные шрамы, которые у него присутствуют в фильме и в книге. Вот, так что вот такие вот малыши у меня уже скоро отправятся, уже, наверное, во вторник к своей новой хозяйке, потому что это был у меня заказ. Вот, что по поводу еще готовых работ пока что. У меня есть там игрушечки, которые я связала, но не показывала вам во влогах. И новые игрушки я вам уже покажу не в этом видео, а совсем в другом. Скорее всего, это будет либо обзор готовых игрушек, либо марафон 100 игрушек за лето. Ну, хотя, конечно, у меня там 100 игрушек 100% не будет. И я его, можно сказать, благополучно провалила, этот марафон. Но, тем не менее, наверное, еще одну часть я вам все-таки сниму, посчитаю в итоге, сколько же до конца августа я смогу связать игрушек. Вот. Но... Вот как-то так. В общем, слишком много вязать у меня тоже на данный момент не получается, к сожалению. Вот. Но на этом я, наверное, буду заканчивать это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Все. Ну а я вас буду ждать уже в следующих видео. Все, всем до новых встреч. Пока-пока.